что, друзья, доброго вам всем прекраснейшего такого красивейшего морского турецкого утра из отеля Nirvana Dolce Vita Химера из Кириши, из Турции, естественно. Приятного вам всем дня, приятного просмотра. Сегодня будем заряжаться опять позитивными эмоциями, красотой Турции. То есть сегодня у нас не такая ветреная погода, как вчера. Поэтому у нас есть возможность посетить пляж в нормальных человеческих условиях. В ноябре месяце. Смотрите, какая атмосфера, люди загорают. Но еще все равно ветерок есть, видите, волнистость есть. Давайте я вам покажу размеры пляжа. Пляж на самом деле просто огромнейший. Вон там идет линия. Раз, огромная, два, три. И это все пляж этого отеля. Представляете, какой огромный. До скалы там, по-моему, тоже наш пляж. Да, и там эти кабаны. Знаете, какого красивого цвета море, прям бирюзового. Очень красиво. Все, заряжайтесь. Передаю вам эти мега морские эмоции. С мега позитивом, просто цвет воды нереальный. Это потому что сбаламутила, она была в первый день кристально чистая, прозрачная вода. Сейчас ее сбаламутила, и вот такая вот красота появилась. Ну, вот это, естественно, кидал, потому что море штормило. Вот эти вот камни волны вчера и накидала. И вот эту гальку. А так вот там песочек получается. Такой мелкий. Давайте, как всегда, вам покажу фракцию песка. Вот такой. Кстати, вот там он еще мельче. А он туда идет крупнее, крупнее, крупнее. Естественно, как море накидывал, так понакидывал. Так, вон там лежишь за этой кафешкой. Ветра вообще нету, становится жарковато. Хочется пойти искупаться. Но мы сейчас пойдем померяем воду. Что-то мне кажется, ой, как она остыла. Наверное, 18-20 градусов. Первый день она была намного теплее. Идемте в эту бурю. О, какая мощь, да? Волны. Ну, что меня с этой камерой. Короче, не получается нормально с камерой померить. Я достаю. Так, 22,9 на нижнюю показывает. Но по ощущениям холоднее, гораздо 20-18. Ну, не может, потому что бушует. Считать 23. Первый день купался, значит, было вообще все 25, потому что намного теплее было. В общем, вот так вот мы расположились. Смотрите, сверху есть еще один бар. Да, я об этом узнал только сегодня. Там, по-моему, еще что-то. Туда еще что-то. Я так думаю, это больше, знаете, как пляжный бар, но очень классно. Здесь такие стульчики, столики. Вот там столы, можно присесть прям с видом на море, полюбоваться. Да, здесь, видите, небольшой. Качели такие, есть тоже столы. И смотрите, здесь. А, это знаете что? Это у нас... Не написано какой бар, но открывается в 10:46, но что-то похоже больше на пивной бар, потому что здесь бочки, такие краники с пивом. Здравствуйте, мераба. Мераба, здравствуйте. Это у вас это бир-бар, да? Yes. Пиво Гарден. А, бир-гарден, да? Yes, beer О, смотрите. Бамонти фильтр сайз, да, есть? Фильтр. Very good. Да, да, фильтр сайз, да? Да, вот это нефильтрованное пиво, Бамонти, это самое вообще вкусное пиво в Турции. Я тебе вот так вот открою, покажу. Вот она, вот эта красота. Там еще Бекс, Эфес, еще Бамонти светлый, Бет, Бат, точнее Милли, вода с газировкой и без газировки. Никаких закусок. Турецкий, да, я знаю, I like. Это Бамонти, Макс Роял. Да, он есть. Да, и еще в одном отеле. А так больше никаких отелей нет, и в магазине он продается, стоит, по-моему, 10 лир, да, стоит? 10 лир, да?
In the shop, да? 10? Но или 10, нет, 10. 12? 12, да. 12 лир, это практически больше 100 рублей стоит. Помойте магазин, все какой-то. У них вообще дорогое пиво, да? Вот Да. магазин. Это очень хорошо. И Бомонти нормаль. Да, светлый. Лагер, светлый. Эфес, Сейчас попозже зайду к вам. спешл сериал Эфес. Ага, special серия, да? Да. Даже ничего себе, я и не заметил. Сразу что для любителей пива здесь будет все очень хорошо. Да, вот эти special серии даже. Но я пока за водичкой пришел. Смотрите, здесь еще есть и такой закусон, миндаль неочищенный. Прям вам насыпают и сами чистите. Миндаль и- Супер. А что еще есть из снеков? Арахис. Тоже, да, не чищенные? О, оригиналы. Спасибо, все. Мы к вам зайдем попозже сейчас пока. Это YouTube? Да, YouTube. Какой? Женя, Евген Машков. Так, ну все, сейчас еще 100 подписчиков приедет на сон, потом друзья. Один сабскрайб. Дочь Вита пока еще здесь, на камере. Bye-bye. Потом в компьютер, потом на YouTube. Все. Там потом всем друзьям расскажите своим сабскрайбер, там 1 миллион. Он там тут пишет. Все, сейчас он своим друзьям расскажет. Друзья друзьям, и знаете, как это так? Это вот. Обрастет цепочка подписчиков. Ладно, я шучу, конечно. Какой же прекрасный вид отсюда вообще. Потрясающе. Ну, смотрите, как по этой дорожке можно так вот прогуляться от одного бара к другому вдоль всего пляжа. И, кстати, смотрите, ноябрь месяц, сколько народу купается. Я немножко приближу. Смотрите, там купаются, там. Я еще пока не искупался, но тоже очень хочу. Мы сейчас идем в обычный бассейн. Бассейн с морской водой хотим сейчас пойти. Вот видите, с другой стороны этот бассейн тоже не подогреваемый. А вот там уже тот подогреваемый. Знаете, пляж и атмосфера прям как летом, да? Смотрите, сколько людей, сколько народа, все загорают, купаются. Реально летняя атмосферка и очень жарко. Сейчас полежали, просто угорели. Мои девочки захотели. Девочки. Жена моя с подругой захотела бассейн прогреваем, поэтому сейчас туда идем. Вот мы уже дошли до основного бара, который вот здесь вот главный. Бич-бар. Здесь уже и народ побольше, и тут и напитков побольше. Все остальные напитки есть, вам поснимаю тоже. Так, и сейчас же тут начнется какое-то мероприятие гимнастическое в воде. Вон уже девчонки занырнули первые, сразу как только музыку услышали. Ну и я пошел к ним, подставляю здесь. Все, водная гимнастика началась. Жанна там вовсю. Меня зовут, но я не пошел, просто поплавал. Кто любит гимнастику водную? Здесь паузу пишите. Так, ну что, отправляемся куда-нибудь перекусить на обед. Сейчас пойдем не в главный ресторан. Здесь вот прямо с дальнего места на пляже есть ресторанчик вот такой. Ой, как здесь вкусно пахнет зеленью. Смотрите, какие здесь есть закуточки, где можно полежать. Стол, шезлонги. Видите, как в КМП сделано. И здесь бар работает с 12 до 4. Пойдем посмотрим, как тут все стоит дела. Это типа снэк-бара что-то. На втором этаже можно так сидеть с видом на бассейн. Здесь есть бар. Мераба. Шампусик уже заготовлен налит. Смотрите, как все выглядит в сыром виде. Мясо, курочка, кебаб. Здесь же можно сделать себе что-то типа люля-кебаб. Мераба. Так, в лаваше. Так вот можно завернуть. Потом здесь же у нас эти пицца. Мераба. Шаурмишка, наша им крошка, картошка. Мераба. Все так улыбаются, все такие добрые. Так, здесь еще арбуз, фрукты, в общем, целая фруктовая тарелка. Здесь все это готовят. Так, судя по всему, смотрите, стейк какой из лосося. О, какая красота. Да? Сомон риба. Сомон? Не лосось? Похоже на лосось очень. И салат. Так, я так понял, здесь по меню вы приходите, садитесь за стол. Пойдемте, присядем, посмотрим, что там есть. Вот с таким прекраснейшим видом. Просто любуйтесь и
Где-то должно быть здесь меню, которое я не вижу. Вот смотрите, я нашел менюшку. В общем, садитесь вот с таким прекрасным видом. Трапезничать. Да, и бассейн видно, и море. И смотрите, что тут есть. В общем, и пицца, и мясо, и пиды. Я вам все перечислять не буду. Вы, если что, ставьте на паузу. Вот так вот, или замедляйте скорость. Это можно сделать. Также это можно сделать и 4К поставить режим. В настройки заходите. Скорость там можно замедлять. Настройки воспроизведения, качества. Еще много-много всего. И салаты, и супы есть. Горячие блюда, да. Вы видели, и рыбку там носят. Все, садитесь, заказывайте. Все, естественно, бесплатно. Вам все это готовят и приносят за стол. Ну а я сейчас отправляюсь в главный ресторан, на этом встрече с женой. Вот, сейчас покушаю, смотрите, здесь еще какой-то прям колодец есть. Наверное, тандыр, который на лепешке пекут. Вот видите, какие места, не знаю, платные здесь или нет. Ну, указателей нету, то есть приходите, то есть ложитесь. Там, видите, люди лежат, отдыхают, не буду громко кричать. Здесь же, кстати, можно с кустов запустить дрон, чтобы не ходить его не согласовывать. Вот видите, сколько таких мест. А оттуда с пляжа даже не видно эти места. Все, вот так вот ложитесь и релаксуете. Вот так вот, за кустами прячетесь. Ведь отсюда, когда смотришь, их даже не видно. Кусты, кусты. Даже непонятно, что там шезлонги стояли. Так что вот так вот. Ну, снова в столовом ресторане, смотрите, у нас 4 вида супа. Крем-суп со шпинатом, рисони, куриный суп и борщ есть, смотрите. Зеленушка, сметана, лимон к этому всему. Потом хлеб, булки, пицца, мераба. Супчик тут очень вкусный. Взял сначала суп себе, Жанне и пиццу. Потом пойду вам покажу, что дают на второе, на горячий. Ну, естественно, куча сладкого. Эклеры, все, что хочешь. Я как-то к сладкому равнодушен, да, не буду так подробно останавливаться, как раньше все это. Есть шоколад очень вкусный, кстати, с орехами, они, видимо, сами делают белый, с фисташками, и черный с фундуком, и мороженого. Много видов вот так вот. Салаты, это я вам все показывал, на ужин здесь ничего не меняется. Это также салат, здесь холодные закуски, мясо, мераба, наши вот повара. Доброжелательные, всегда, которые очень рады вас приветствовать. Потом, что тут еще? Мидии, мясо, курица, макарошки. В общем, много всего. Огромное количество сыров. Тоже вот здесь сыры, там сыры. Здесь рыбка, половинка. Еще рыба на пару. Картошка фри. Вот, видите, здесь сыр. Соленье, коренье, варенье наше любимое. И вот здесь мясо, картошка пюре, много видов. Где-то должно быть еще стейки из мяса. Смотрите, перепелку сегодня дают и антрикот на гриле. Сейчас закончил, сейчас буду добавлять и овощи на гриле. Так вот, сейчас мне мясо прямо с гриля сниму. Тешакюре дарим, перепелочки, овощи, гриль, мяско. Диет стол такой маленький, небольшое мясо, овощи. Здесь закрыто, здесь на завтрак и на ужин обычно что-то дают. И здесь также вот это продолжение соленья, коренье, варенье. Креветки каждый раз такие, салатики. Так вот еще холодных закусок много. Баночки, это я вам показывал. Предыдущих видеть, кто не видел, заходите в целый плейлист. И все, смотрите, грибы, вся вкуснятина. Спасибо. Вот так вот салатику с сыром можно себе наложить. Здесь еще есть стол с турецкими сладостями. С одной стороны, с другой стороны. Вот так вот. Для обзорности вам и много-много фруктов. Вот, смотрите, яблоки, бананы, сливы, дыни даже есть. Арбузов уже нет, ананасы очень вкусные, гранаты, виноград. Много-много всего. Друзья, всем приятного аппетита. Я пошел трапезничать. Пока что я заметил, что не хватает только целой рыбы. А так вот мясо каждый день. Очень классная реализована, да, так что можно и внутри сесть покушать, и в полунутри, и снаружи. Очень классно. Хотел там, хотел под солнышком, хотел под пальмочкой, в тенечке. У меня такой вообще релакс, отдых. Жанна со мной провела пару часиков.
И пошел на свои конференции, свои заседания. Я реально хожу, скучаю, я настолько вот, ну, не привык отдыхать один, что я вот не знаю, чем заняться особо. Он говорит, пойди туда, пойди сюда, чуть ничего и не хочется одна. Вот так вот я. Не одиночка. Пойду сейчас на дроне полетаю, как раз здесь. Потому что попозже, когда ближе к закату, он уходит в сторону города, здесь все бассейны будут в тени. Как полетаю сейчас. Вы, наверное, уже видели эти кадры. Если дрон остался жив. Если ничего не видели, значит, что случилось. Значит, что-то пошло не так. Я очень надеюсь, что все будет хорошо. Ветра как раз нету, туч нет. Прям самое милое дело для полетов. Что сейчас полетал на дроне. Как вам кадры с дрона? Даже удалось сделать близкие кадры. Крупный планчик взять. Mavic Mini 2 я летаю. Сейчас Mavic Mini 2 себе взял. Вот, еще панораму 360 надо сейчас поделать. Как вам, пишите. Тоже закатит будет. Так, ну что, еще пролеты. Меня невозможно остановить, еще полетал. Квикшоты сделал, кадры с дрона, такие, когда он сам меня снимает в автоматическом режиме. А сейчас уже закатит будет, сейчас у нас время 16:20. И вот смотрите, еще буквально полчасика, и солнце уйдет за горы. Но летом оно будет пораньше, потому что зенит у нас выше проходит, точнее ближе к зениту солнце идет. И чуть подольше будет солнечный день. Я думаю, что летом часов, наверное, в 6 оно будет туда уходить. Хотя тут горы далеко, может даже чуть попозже. Вот, ну, примерно так. То есть зимой уже часов 5 солнышко уходит. Такая атмосфера на пляже. Сейчас там включили музыку в баре. Сегодня я здесь также у дальнего бара. Одинокий. Скучаю, Жанна там на конференции сидит. Блин, реально скучно. Я пришел на обед, мы вместе с Жанной пришли, у меня был там перерывчик, так сказать. И мы вместе покушали, она опять ушла. Что-то так, мне грустно, так скучно. В следующий раз поеду с детьми уже. С собой буду брать всех Жень, потому что своими делами занимается. Я тоже, конечно, своими делами занимаюсь. Но вроде как все-таки отдых, как-никак, там денежку заплатил. Хочется отдохнуть, стараюсь работу по минимуму делать, только какую-то срочную, а уже когда там что-то такое текущее, то, что можно отложить. Ну, естественно, я приеду и в Москве доделаю. Я всего на 5 дней прилетел, поэтому стараюсь отдохнуть. Ну, отдых одному какой-то, правда, скучноватый. Поэтому я вот так вот сижу на море, летаю, кушаю, хожу. В барчики заглядываю, так иногда что-нибудь, пивка какого-нибудь взять. Легкого, днем я крепко не пью. Так что так. Вы тоже не скучайте, поддерживайте в комментариях. Ну, классно, то есть я уже сегодня искупался. Один раз сейчас хотел второй, но что-то поздновато, уже солнышко не греет, хотя вот народ купается вот там. Это вот была тоже хорошая погода, вообще было 27 градусов. А сейчас я посмотрю, сколько у нас показывает, по-моему, 23, что-то типа такого. Ну, море тоже, вы уже видели, сколько я измерял, тоже 23 градуса. Да, и, кстати, я поделал еще фоточки в 360 градусов. Под видео, может быть, оставлю ссылку, на Google загружу. Заходите и вот просто вращаете сами вот отель в одной точке, то есть куда хотите. То есть такая фотография. Вращаете вверх, вниз, лево, право. Типа 360 мои съемки, но это такая фотка. Кстати, они в Гугле очень хорошо набирают просмотры, ну, только толку от них никакого. Вот, им нельзя привязать, чтобы люди видели, что это, ну, как бы мой там аккаунт YouTube, чтобы оттуда переходили. То есть так чисто просто фотку выгружаешь, все видео смотришь. Ну, пользуйтесь. Сейчас стараюсь во всех отелях снимать и оставлять вам. А вот как выглядит Жанна после своих конференций. Пришла кофеек пить, работать дальше. Как выглядит Жанна? С пляжа пришел. Пляжничек такой. Давайте немного вечерней атмосферы вам. Все, камера убегает от меня. Все, сейчас скоро вечер, ужин. И тусовочка какая-нибудь опять. Смотрите, при входе из холодного бассейна, будем так для ориентира, там у нас бар, здесь ресторан 24 часа, здесь у нас есть кафетерий, здесь много разных пирожных, огромное количество, смотрите, вот так вот он. Опа, сколько пирожных. На любой вкус, на любой выбор, чего только нету, в виде бургеров даже есть. И круассаны здесь есть, и панкейки, и рахат лукум, и шоколад. Смотрите, много шоколадов.
Огромное количество. Хочешь кругляшочком, хочешь пирамидкой. Мороженое здесь есть. Водичка. Вот смотрите, сколько мороженого. Так, оно прям формами такими гигантскими. И, естественно, кофе, чай. Даже здесь есть. Я взял такой микс из шоколадов и кофеечек. Так, теперь давайте зайдем в этот ресторан. 24/7, Феллини. Здесь тоже вы садитесь. По меню вас угощает мераба. Смотрите, здесь салаты. Прям можно вот так подойти, если вы голодный. О, взять и пошел, пожевал. С вилочкой куда-нибудь отправился. Все, так садитесь, вам менюшку приносят. Все, естественно, бесплатно. Заказывайте, трапезничайте, напитки вам, еду. Все приносит, и меню тоже. Да, по меню, я думаю, все стандартно. Супы, салат, вот так вот он для обзорности. Все есть. Я сюда не ходил еще. Так, еще так сильно не проголодался. Вот, а теперь давайте зайдем вот сюда. Бильярдную. Совместительство спортбар. Ну, в таких тонах, вы знаете, пивнушечки делаю. Здесь, смотрите, рыбный аквариум. Здесь телевизоры с матчами проходят. Ну, и здесь куча напитков. Это что-то типа ирландского паба. Не помню, как он точно называется. Сейчас будем выходить, я вам покажу. Здесь кофе, напитки. По напиткам все шикарно. Все очень круто. Смотрите, Джек Дэниелс. Сейчас немного зазумируюсь вам. Джек Дэниелс, Джим Бим, Альмека, золотая есть, да, текила, Джин, Гордонс, Бомбей, Бифитер, Гавана Клаб, водка Абсолют, Джеймсон, это все включено, все это бесплатно, подходишь, наливаешь, и скажу вам секрет, здесь есть чивос 12-летний, он тоже бесплатный, смотрите, Калуа есть, вот так вот вам сюда прям, Диссарона Амаретто, есть Егермейстер, вот бутылка стоит оригинальная, все, Джек Дэниелс есть. В общем, все шикарно. И, кстати, да, есть еще этот Бейлис, тоже оригинальный. Так что вот так вот. Пишите, как вы думаете про такие напиточки. И мы выходим. Сейчас я вам покажу, как называется бар. Бар называется Irish Pub, да, как я его назвал. В общем, вот такой бар. Напротив у нас с вами Мегаленд. Детская комната. Смотрите, какая такая вся. Вау. В общем, тут игровые автоматы для деток. Помладше, для деток постарше. Вот туда вот аэрохоккей. Вот. По ценам не знаю, думаю, что все стандарт. Да, вижу кассу, значит все платно. Где-нибудь там один жетончик, 1 евро. Ну, давайте. Не где-нибудь, а вот Мерава. Вот прям вам цены. 1 коин, 2 евро, да. Чем больше берете, тем дешевле. Apple Pay принимают. Все есть. Вот, игрушечки, стрелять. И даже есть боулинг, кстати. Вот, 8 евро. Или $9 одна персона, одна игра. Но обычно за дорожку как бы оплата идет, не знаю, здесь по персонам надо уточнять. В общем, вдвоем играете, с двоих, наверное, заплатите. Как-то так. Ну и здесь дальше по этому туннелю. Магазины слева, да. Золотишко, бельишко, штанишки. Кто что любит, кто что забыл дома. Мочалки, губки, это все в номере есть. Что-то типа крема, вот каких-то средств личной гигиены, вот еще что-то, куклы, там игрушечки, все это есть, сумки, очки, портмоне, сигары, отечественные, импортные, шубки, вот даже вижу, курточки, все есть, так что все найдет, но здесь всегда как-то, знаете, дороже, чем где-нибудь на территории. Также здесь сувениры, сладости турецкие, в общем, все есть, все, что пожелаете для вашей души, на подарок взять, белье есть, в общем, как на рыночке, все можно подобрать. И вот смотрите, сейчас сразу же так идем в коридор, здесь таптуны можно себе приобрести, чешки какие-нибудь для физкультуры. Кстати, в Турции вот обувь, которая не брендовая, не вот этот Китай, она очень классная. То есть то, что не брендовая, то, что турецкого вот, там кожа, она очень круто носится реально. А вот то, что брендовый такой, знаете, типа Габбана-Мабана, вот это все такое левое, это все Китай, это все фигня. Здесь у нас спа, я вам уже показывал, здесь центральный вход. Все, здесь у нас лифты, там ресторан и наверху лобби. Смотрите, сегодня на ужин опять, можно еще, креветочки дают. Опять, хотя здесь написано креветки содержат спирт. Вот так вот, алко-креветки. Спасибо, very вот такой мир. Порцию по-доброму дали. Слушайте, это уже вот за 5-й день 3 раз дают. Но я тут меньше дней, поэтому я меньше раз увидел. Какая еще, смотрите, оказывается, здесь каждый день дают суши. А я что-то их и не приметил. Мераба.
Вот так вот, смотрю, люди едят. А я не ел. Сейчас пару штучек возьму. Обычно тут сушеные очень вкусно, но те, кто любит, все равно можно попробовать. Сегодня опять лягушачьи лапки. Просто лягушачки. Еще мясо, много всего, остальное вам не буду перечислять. Так, ну в общем, как всегда, вкусная рыбка, салатики. Всякая вкуснятина. Всем приятного аппетита. Так, и внимание, ноябрьский арбуз. Представляете? Арбуз в ноябре. Красота. Так, друзья, я чуть не забыл вам снять, что здесь есть зона гриль. Адана кебаб, пожалуйста, вот так готовится вкусно. С дымком, главное камеру туда не сувать, а так пропахнет, что мне кто-нибудь съест потом в самолете. Смотрите, как на шампурах прям. Ох, я уже после ужина, я сейчас, наверное, все это съем, пахнет просто мега. Стейк из курицы, пожалуйста, с овощами. Здесь почки на гриле. Смотрите, там так и написано, почки на гриле. Не знаю, чьи это почки, наверное, действительно чьи-то почки или печенка какая-нибудь. Котлетки, смотрите, жарятся, курочка, мясо, стейки. Да что же за красота-то, где же я был? Мы сейчас с ним просто болтаем, я говорю, что-то целая рыба, я никак не наблюдаю в этом отеле. Они говорят, выходи, говорит, сюда, в говорили, я забыл, что я первый день сходил, но больше я сюда не ходил. Это, наверное, тоже или мясо жарится, или похоже на этот, на тунца. What is it? Тунец? Yes. Да, видите, я уже по виду узнаю, что это мясо тунца. Вот не знаю, кто сможет определить. Нет, я уже по виду знаю, что это рыба, но она как мясо тунца. И узбекский плов. И вот такая вот красота, представляете? О, смотрите, вот этот дымок такой, да? От мангальчика он пахнет мега вкусно. Всем приятно. Сидите в другом холодильнике, как всегда. Съем вкусненько, наверное, стейк. Сегодня я хочу мясца еще рубану. Шакюре дарим, смотрите, с пылу жара. Стейки прямо с гриля, ну все вообще. Просто перец, соль и больше ничего не надо. Ну еще красного винишка можно. Мясо. Очень классно. Так, ну что, мы сегодня одни из первых пришли после ужина. Знаете, дайте покажу вам, что здесь в баре сегодня есть. Ну, не каждый день, в принципе, смотрите, Чивас есть. 12-летний Джеймисон, Джек Дэниел, GB. Еще много-много всего. Балантайнс есть, Егермейстер есть. Мераба. Шакюре дарим. Я вот все перепутал. К вечеру. В общем, думаю об одном, говорю другое. Смотрите, здесь также есть апероль. Здесь бывает, но вот вчера он закончился, и вот аперитивы пошел. Это у них вместо апероля. Ну, делают коктейли с апероль шприц. Джин Гардонс. Много-много-много всего. Камбари, все, что хочешь. Колуа, в общем, коктейльчик B52 можно сделать. Ром, Каптен Морган вот стоит. Ну, а тут не видно, я вот сверху вижу, что здесь стоит. Вот, поэтому, в общем, все импортный есть алкоголь. Импортный. Да, тут Сарона Маретта есть, как и в том баре. В общем, много-много-много всего. Поэтому, Альмека, да, естественно, текила оригинальная, золотая. Всем, кто отсюда смотрел, вы все узнали, что есть вкусненького. Ну, а так сегодня опять жарит глинтвейн. Жарит котелок, в котором глинтвейн пахнет очень вкусно, прямо издалека. Глинтвейнчиком отдает. Еще поставили сегодня бочки. Для тех, кто не любит энергичные танцы, можно погреться возле бочки. Прям как мы на даче. О, класс.